Привет, друзья, с вами Лада. В эту пятницу вышло видео, и я предложила поиграть в одну очень интересную игру, а именно проверить свою интуицию и угадать, что же это такое в итоге будет. Было очень интересно почитать ваши варианты. Кто не смотрел то видео, обязательно зайдите, посмотрите. Были и отгадавшие. И, конечно же, да, в этом видео я плету продолжение, и вы уже поняли из заставки к видео, что же это такое будет. От вас ничего не скроешь, как говорится. Ну и да, мы плетем Деда Мороза. В прошлом видео я показывала, как сплести тело Деда Мороза. Обязательно зайдите то видео, посмотрите, там все очень подробно показала, рассказала. Ссылка в верхнем правом углу видео и в описании. Ну а в этом видео я показываю, как сплести колпак при помощи наших любимых укороченных рядов. Также покажу, как и из чего я сделала бороду и носик. Приятного просмотра! Ну и обязательно ставьте лайки, делитесь видео в соцсетях и пишите в комментариях, понравилась ли вам идея и видео. Это лучшая для меня поддержка. Показываю сейчас материал, из которого я буду плести колпак Деду Морозу. Это газетные или бумажные трубочки, их я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги и специальным образом обрабатываю. И эти процессы я показываю в отдельных своих видео, ссылки оставляю в правом верхнем углу видео и в описании под видео. Здесь у меня красные трубочки, очень яркие, поэтому иногда камера отсвечивает, но не обращайте на это внимания. Итак, приступаем к работе. Колпак я буду плести не совсем обычным образом, а именно сразу на теле Деда Мороза. Как раз таки я и буду видеть, какой изгиб у колпака получается и в какую сторону. Для этого я беру резинку портновскую, ее еще в штаны вставляют. И сейчас я этой резинкой обвязываю тело Деда Мороза, а затем я за нее подставляю будущие стойки для колпака. И если вы видите, что конструкция у вас это не очень стабильная и шатается, болтается в разные стороны, то здесь можно в нескольких местах ее закрепить малярным скотчем. Но, как говорится, нужно действовать по ситуации. Стойки готовы, и сейчас я беру две дополнительные трубочки, я их не наращиваю между собой, обратите внимание, концы торчат. И этими трубочками я начинаю оплетать эту конструкцию, оплетать стойки торчащие, где-то буквально на 2 сантиметра ниже края конца туловища Деда Мороза. Вот таким образом, как на видео. Как это обычно бывает, первый ряд он трудный самый, поэтому на первом ряду мы должны быть предельно осторожны и аккуратны, а уже потом будет полегче. И здесь я еще раз повторяю, те концы трубочек, которые я отставила, то есть с которых начала, я их никуда пока не убираю, они у меня торчат, я их потом уберу, не критично. И я продолжаю плести по кругу обычной веревочкой в 2 трубочки. Приблизительно у меня был начерчен эскиз будущего колпака, то есть где у меня он изгибается, в каком месте у него уже идет сужение, и по этому эскизу я и ориентируюсь, плетя этот колпак. Сейчас я проплела 4 ряда, и вы видите, что оно практически сравнялось, плетение колпака, с концом края тела Деда Мороза. И сейчас я начинаю плести 5-й ряд, и вот здесь, в этом месте, я начинаю разворачивать рабочие трубочки в обратную сторону на разных стойках, на соседних стойках, и плести уже укороченный ряд. Про укороченные ряды я планирую снять отдельное видео, оно выйдет в январе или в феврале, вообще для чего они нужны и как их плести. Здесь хочу сказать, что именно укороченные ряды, они помогают изменять форму в том или ином направлении, наклонять туда или сюда. И, конечно, вот именно в плетении колпака они нас просто выручают. В этом месте плетение колпака немного поднимается, немного наклоняется, и здесь я как раз-таки и плету укороченный ряд. Здесь у меня заложено 16 стоек, и сейчас я на 12-13 стойке разворачиваю рабочие трубочки в обратном направлении и снова плету обычную веревочку в 2 трубочки уже слева направо.
А сейчас я плету обычный ряд веревочкой в 2 трубочки, и уже на втором ряду плетения я снова плету укороченный ряд, разворачивая рабочие трубочки приблизительно в том же месте, где я разворачивала и ранее, только на одну стойку раньше. Когда я проплела укороченный ряд, я рабочие трубочки снова разворачиваю назад, получается в правую сторону, но здесь я разворачиваю их немного раньше на одну стойку, чем в предыдущий раз. И сейчас у меня плетение обычное, получается, слева направо, и я после этого укороченного ряда, после поворота рабочих трубочек, плету обычный ряд веревочкой в 2 трубочки. И сейчас в этом кадре я показываю, что у меня получается на данном этапе. То есть здесь вы видите, у меня одна стенка колпака будущего немного выше, чем другая половинка. Это абсолютно нормальная ситуация. Я сверяю со своим эскизом, я понимаю, что да, я двигаюсь в нужную сторону и продолжаю плетение дальше. Здесь в видео я не стану комментировать плетение всех укороченных рядов, которые я плела в колпаке. Вы можете это наблюдать по самому видео, я эти процессы не совсем сильно ускоряю, для того, чтобы вам был понятен процесс и был понятен принцип плетения данного вида изделия. Если у вас не получается с первого раза, я скажу, что, конечно, плетение укороченных рядов не всегда получается и не у всех с первого раза, это нормальное явление, для этого нужно тренироваться, если вы никогда этого не делали, то да, практика – это все. И я хочу сказать, что параллельно с этим нужно обязательно следить за самими стойками. Параллельно за тем, как вы плетете, оплетаете стойки, вам нужно еще и за стойками следить. Здесь нельзя допускать, чтобы стойки высыхали, чтобы они были жесткие. Здесь очень хорошо подойдут влажные стойки, потому что как раз-таки здесь форма идет на сужение, здесь стойки изгибаются в разных направлениях, да, и поэтому, чтобы они тоже не заламывались, нужно их держать влажноватыми. Но как держать? Вы просто берете влажные стойки и на них плетете. И я не думаю, что как только вы сплетете этот колпак, они в процессе работы высохнут очень быстро. У меня они не быстро высыхают, поэтому я, в принципе, за ними так особо и не слежу. Конечно, в этом небольшом видео всего и не покажешь всех нюансов плетения и невозможно прокомментировать все свои действия, но я очень надеюсь, что будет понятен принцип плетения данного вида изделия. На самом деле верх колпака плетется очень легко, вы уже видите, в какую сторону у вас направлены стойки, как их можно оплести. Кстати, здесь вы видите уже по своей ситуации, где вам можно соединить стоечки вместе, то есть вы оплетали по одной, смотрите, а можно здесь вообще по 2 уже оплести и оплетаете по 2, потому что, конечно, у всех разная плотность плетения, у всех разные трубочки, поэтому здесь как такового универсального рецепта нет, естественно, все вы смотрите, исходя из вашей ситуации, которая у вас есть. В этом месте я уже подошла к тому, что я объединяла стойки по 2. Вы видите, что расстояние между вот этими группами стоек очень-очень маленькое получилось. Я понимаю, что лишние здесь стойки есть, и я обрезаю по одной с каждой пары. В процессе плетения и простых рядов, и укороченных рядов я обязательно подтягиваю стойки для того, чтобы понять, как у меня идет угол наклона, правильно, или же можно еще добавить укороченных рядов там, где нужно нарастить какой-нибудь объем. И если все идет хорошо, я плету дальше. Ну и в этом кадре вы видите, что я уже постепенно сужаю плетение, смотрю уровень наклона, какой у меня получается, где мне еще сплести укороченные ряды, чтобы нарастить объема. Если все в порядке, то я уже плету практически последние ряды и затем перехожу к окончанию.
Здесь у меня уже невозможно практически оплетать стойки, и я сейчас одну трубочку из 2 рабочих убираю, и второй рабочей трубочкой я просто начинаю обматывать вот эти стойки, которые у меня есть, до конца. Чтобы не было резких переходов, я стойки обрезаю на разном уровне, и я обматываю одной рабочей трубочкой вот эту всю конструкцию. И все, колпак практически готов. И вот такой колпак у меня получился. И сейчас мне нужно оформить низ колпака. Я делаю следующим образом. Я беру те 2 конца, которые у меня торчат, и их не убираю, а немножко аккуратно подрезаю и прячу за стойки. И сейчас буду делать загибку. Делаю загибку я абсолютно простую. Каждую трубочку я складываю таким образом, как на видео, и убираю ее в то место, откуда исходит следующая стойка. Эту загибку я показывала очень подробно в видео, где я плела тело Деда Мороза, так что если вам интересно, переходите на то видео и смотрите. И там же я рассказала и показала, что я сделала с теми концами рабочих трубочек, которые у меня остались. Я их просто подклеила за стойки, и таким образом вообще ничего не торчит. Бороду Деда Мороза я сделала из шерсти. Купила ее в рукодельном магазине. Шерсть эту используют в сухом или в мокром валянии. Сделала очень просто. Я взяла кусочек фетра, небольшой кусочек белого фетра, и на этот кусочек я прядями приклеивала эту шерсть. Приклеивала на полимерный клей, то есть капала немножечко клея и прядку прикладывала к этому клею. Все фиксировалось. Потом я эту бороду расчесывала, то есть вычесывала те волокна шерсти, которые не приклеились, которые выпадают, и вот такая бородочка получилась. Носик для Деда Мороза я сделала очень просто, из капрона, и для наполнителя я взяла ту же самую шерсть. Вместо шерсти можно взять вату, а можно сделать какую-нибудь интересную бороду. Можно ее сделать из фетра, можно ее сделать из ткани, можно ее сделать из тех же самых трубочек. Ну, как-нибудь поэкспериментировать, мне кажется, будет очень интересно смотреться. Также вы можете сделать Деда Мороза с глазками, а можно его оставить и без глаз. Тут все на ваше усмотрение, и только ваша фантазия подскажет вам, как сделать лучше. Вот такой Дедушка Мороз у меня получился. Колпак я покрыла патиной белой краской и затем залакировала. И тело тоже Деда Мороза я пролакировала перед тем, как на него приклеить бороду и носик. Колпак очень хорошо держится на теле Деда Мороза, не падает с него и снимается очень легко. В Деда Мороза можно положить конфетки, можно положить разные сладости, а также Дед Мороз может послужить копилкой на Новый год. А можно в Деда Мороза написать все свои желания, которые вы хотите, чтобы они на Новый год осуществились, и они обязательно сбудутся. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой вариант Деда Мороза, понравилось ли вам само видео. Я очень надеюсь, что вам действительно все понравилось и было интересно. Я желаю вам счастливого Нового года, чтобы все ваши мечты сбылись. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение, легкого вам плетения, дорогие мои. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!